Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о таком термине, как сухой остаток. Данная тема очень важная как для технологов ЛКМ, так и для собственников бизнесов, для директоров, которые отвечают за экономическую эффективность принятых решений на производстве. Я постараюсь просто и понятно объяснить вам, что такое сухой остаток в лакокрасочной продукции и почему этот параметр является критически важным в расчете реальной стоимости окраски вашего изделия. Я объясню вам, в чем разница между весом сухого остатка и объемом сухого остатка, и расскажу вам, как некоторые недобросовестные лакокрасочные компании манипулируют этим термином и вводят своих клиентов в заблуждение. Что такое сухой остаток? Простыми словами, сухой остаток – это то, что останется на поверхности после полного высыхания краски. Из предыдущих выпусков мы с вами хорошо помним, что в составе любой краски присутствуют растворители, и они полностью улетучиваются во время полимеризации краски. Сухой остаток измеряется в процентах. Если у лакокрасочного продукта сухой остаток составляет 30%, то это означает, что 70% краски, за которую вы заплатили, просто улетучатся бесследно в воздух. В чем разница между объемом сухого остатка и весом сухого остатка? Объем сухого остатка позволяет нам понять, какую толщину мокрого слоя краски нужно нанести маляру, чтобы после ее высыхания попасть в целевое значение толщины сухой пленки. Например, задача у технолога обеспечить толщину лакокрасочного слоя на всем изделии не менее 100 микрон. Открываем паспорт продукта и находим значение объем сухого остатка. Например, это значение составляет 50%. Это значит, что нам нужно нанести 200 микрон жидкого слоя, чтобы после его высыхания у нас осталась половина, то есть те самые 100 микрон. А если бы у продукта объем сухого остатка был бы 80%, то достаточно было бы нанести всего лишь 125 микрон жидкого слоя. И в итоге мы бы тоже получили 100 микрон сухого. То есть вам понадобится краски почти в 2 раза меньше для того, чтобы добиться своей цели. Тем самым мы с вами понимаем, что объем сухого остатка определяет расход. И если вы не знаете объем сухого остатка материала, который вы используете на своем производстве, то вы не можете спрогнозировать, сколько будет необходимо краски для того, чтобы окрасить ваше изделие заданной толщиной. А вот когда мы говорим с вами про вес сухого остатка, то лично я считаю, что это абсолютно бесполезный показатель в нашей индустрии. Почему? Потому что все, что вы можете спрогнозировать, используя процент веса сухого остатка краски, это насколько ваше изделие станет тяжелее после его окраски. То есть вы, например, использовали 100 килограмм краски и можете сказать, что мое изделие будет теперь на 50 килограмм весить больше. Если вам есть действительно от этого какая-то разница, то вперед анализируйте это и пытайтесь как-то использовать в своем производстве. На самом деле, как вы понимаете, это важно только в аэрокосмической отрасли, когда нужно понять, насколько ракета, например, увеличится в своем весе и будет ли ее вес не критичным для того, чтобы вылететь за пределы Земли. А когда вагон стал весить на 50 или 100 килограмм тяжелее, мне кажется, всем абсолютно все равно. Для защиты от коррозии нужна толщина слоя, а не его вес. Давайте рассмотрим типичный случай, как выбирают краску. Собственнику предприятия надо покрасить какое-то изделие, и он зовет своего маляра и говорит: «Вась, оцени, сколько нужно краски для того, чтобы покрасить вон то изделие». Маляр приходит и говорит: ну там точно нужно не меньше, чем 50 килограмм. Заявку передают в службу снабжения. Служба снабжения связывается с различными лакокрасочными компаниями и получает, предположим, 2 счета. Первый счет — это 20 тысяч рублей, а второй счет — 40 тысяч рублей. И собственник предприятия, он такой сидит и смотрит, говорит, конечно, за 20 тысяч рублей намного дешевле, вот оплачиваем вот этот счет и покупаем вот эту краску. Решение принято. А теперь давайте посмотрим на самом деле, какое решение было выгоднее. Открываем технический паспорт дешевой краски и смотрим. Оказывается, там объем сухого остатка 20%, а у дорогой краски объем сухого остатка оказался 80%. И теперь, когда мы с вами рассчитаем стоимость окраски квадратного метра толщиной 100 микрон, мы увидим, что у дешевого решения квадратный метр стоит примерно 250 рублей, а у дорогого квадратный метр стоит примерно 150 рублей. То есть оказалось, что во втором случае килограмм стоил дороже, а квадратный метр дешевле.
Для вас важна не стоимость банки с краской, а стоимость окрашенного изделия. Поэтому краску нужно выбирать не по стоимости за килограмм, а по стоимости квадратного метра. Как лакокрасочные компании могут вас обмануть? Значение веса сухого остатка, как правило, значительно больше, чем значение объема сухого остатка. И многие лакокрасочные компании в своих технических паспортах пишут просто «сухой остаток», не указывая, что это вес или объем. И по сути они вам дают данные, которыми вы просто не можете пользоваться. И таким образом они вас вводят в заблуждение. Если в своем паспорте вы увидели такую строчку, вас уже точно обманывают. У нас есть для вас подарок. Это вот такой прекрасный карманный справочник антикоррозиониста. В нем вы найдете много полезной и интересной информации обо всем, что связано с лакокрасочными покрытиями. Рекомендуем его использовать каждому технологу предприятия, где используют жидкие краски. Как его получить? Посмотрите по ссылке в описании к этому видео. Всем пока!